Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Карбонара, на мой взгляд, создана для того, чтобы делать ее дома. Это очень простое блюдо, требует небольшой сноровки, но веселое в приготовлении. И я вам сейчас покажу, как делать правильную пасту карбонара. Готовим, да? Как я говорил, 6 ингредиентов. Грудинка, сырое яйцо, пекарина романо, грана падано, чеснок. Еще один ингредиент, собственно говоря, паста, которую мы будем готовить, и вода. Начнем с простого, да? Мы берем ножом, давим чеснок, ничего с ним не нужно делать, бросаем его в сковородку. Мы его обжарим вместе с панчеттой, вернее с грудинкой. Он даст вкус, потом мы выкинем, ничего не останется. Теперь мы держим грудинку достаточно крупными кусочками, толстыми, примерно 4-5 миллиметров толщиной. Нам нужно примерно 150-100 даже граммов. Это 4 таких куска. Срезаем жесткую часть и шинкуем это сначала полосками, а теперь кубиками в сковороду. Теперь разбиваем яйцо в нашей емкости. Кусочек грамм 40 потру грана падано и столько же потру пекарина романо. Я тру на мелкой терке. Маленькая история. Некоторые добавляют к яйцам сливки. Вообще это делать не стоит. Это такая американская тема, которая немножко упрощает эмульсификацию. Но настоящие пацаны сливки не добавляют. Бросаем сыр сюда. Где-то 2/3, да? Я люблю, когда сыра много, поэтому не особо его экономлю. Также пекарина добавляю не весь, а немножко грана падано и пекарина оставляю, потому что потом мы украсим этим готовое блюдо. И аккуратно перемешиваем сыр с яйцом. Ничего военного. Все. Сколько времени? 3 минуты, 4 минуты. Теперь варим макароны. Подсолил воду, вода закипела. Начинаем мы с того, что добавляем макароны, и я включаю грудинку, чтобы она начала настаивать. В грудинке мы добавляем оливковое масло. Раз. И два. Этого мне вполне хватит. Так, сейчас у меня макароны скоро согнутся. То есть процесс весь занимает готовки столько, сколько у вас, по сути дела, стоит на пачке время приготовления вашей пасты. Я выключаю газ, оставляю, чтобы оно немножко подостыло. Сковородка пока горячая, поэтому все продолжает греться. Значит, есть два способа доведения всего этого до ума. Кто-то выкладывает грудинку готовую в отдельную миску. Я это делаю в воке. Я считаю, что в воке очень удобно мешать. И, кстати говоря, паста в Италию пришла из Китая, поэтому я не вижу никакой ментальной психологической проблемы готовить в воке. Ну вот, макароны почти что готовы. Осталось буквально минута. Это остыло. Теперь я отсюда вытаскиваю чеснок. Он все, что мог, уже совершил. А именно дал вкус маслу со свиным жиром. Смотрим, что у нас с макаронами. Макароны почти что готовы. Как я говорю всегда, макароны надо стараться делать аль денте. Это значительно вкуснее и лучше. И еще немножко теории, да, чтобы у нас получилась эмульсия. Нам нужен, собственно говоря, эмульгатор, которым выступит крахмальная вода. И именно крахмал не даст распасться жиру, сыру и воде. Да, и получится такая эмульсия. В этом блюде, хотя я люблю много солить, я солил только воду. Грудинка соленая,
сыр соленый, поэтому на самом деле добавлять еще соли сюда не надо, да, то есть будет реально уже перебор. Все, готово. Выключаем пасту. И спокойно, но решительно накладываем все в сковороду. Теперь мне нужно немножко жидкости. Немножко будет грязная плита, но ничего страшного. Вот у нас будет. И теперь самый ответственный момент. Решительно, смело мешаем, добавляем не все сразу, потихонечку. Чтобы у нас яйцо не стало омлетом, а превратилось, вот уже сейчас видно, как начинает все превращаться в красивую эмульсию, обволакивающую макароны. Ну вот, еще одно крестьянское блюдо мы практически освоили. Вот какая красота. Смотрите, просто то, что нужно. Немножко перца свежего. Перемешиваем. Вот она, какая красивая эмульсия. Вот она. Вторая тарелка. Теперь уже спешить некуда. Все получилось. Берем спокойно, накладываем нашу готовую пасту по тарелкам. Вот. Шикарно просто получается. Блин, слюни потекли, вообще просто невозможно. Вот она какая. Вот она какая. И теперь сверху добавляем наше блюдо практически готово. Некоторые любят добавлять мускатный орех. Я не очень люблю его. Я добавляю немножко совсем острого перца. Это не совсем традиционно, но я считаю, дает блюду пикантность. Я должен попробовать. Вот. Паста сварена идеально. Соус абсолютно однородный. Я чувствую немножко аромат грудинки, которая хрустит на зубах. Счастье есть просто. Вообще просто волшебство. Так, пошел звать на обед. Волосочек внутри пасты должен быть как бы не проварен. Это дает пасте структуру, некую хрусткость, да, и это просто великолепно. Когда вы привыкаете есть хорошие макароны, которые правильно сварены, а правильно это именно аль денте, вот эту массу, которую обычно нам в школе давали в столовках, и некоторые рестораторы называют итальянской пастой, вы никогда есть не будете.